Third one is called Vikalpa. Следующий называется Дикальфа. This is imagination. Это воображение. Imaginative measure. You can say more precisely. Или, Imaginative measure. или воображаемая мера. Или воображение меры. This is also known as empty measure. Также она называется как пустая мера. Может быть, это измерение? Может быть, По-моему, это мера. Я Мера. читала эту книжку. Чувство меры. Есть правильное, неправильное, пустое. The fourth one Четвертое is called Nidra. это нидра. Nidra means absence of measure. А нидра значит отсутствие меры, отсутствие чувства меры. Absence of measure. Отсутствие меры или чувства меры. This is what we know as sleep. Это то, что нам известно как сон. So during sleep there is no measure. Measure is absent. Во сне нет меры, оно отсутствует. The fifth one. Восприятие, по-моему, восприятие. Наше восприятие. Ну, И пятое The fifth one is called Smriti. называется Смрити. Смрити. That is impression. Это впечатление Of measure. Меры. So the mind and senses, И ум и чувства, they apply themselves они применяют себя to the environment в окружении in terms of these 5 types of reactions. в контексте этих 5 видов реакций. So the first one, pramana, И первая прамана it is the measure – это мера, which is used by the mind которая используется умом to know the environment. для того, чтобы знать окружение или познавать окружение. So that is what is called pramana, Это то, что называется прамана, the right measure. правильная мера. So pramana or the right measure И вот is used by the mind и правильная мера, она используется умом to know the environment. First, that is the first reaction. The mind immediately wants to know the persons, the objects around. чтобы знать окружение. Ум в первую очередь хочет знать, что нас окружает, людей и прочее, что окружает. And this is classified again into 3 types. Это также классифицируется на 3 типа. So the pramana is classified into 3 types. First is what is called pratyaksha. Первый тип называется пратьякша.
Aksha means the eye. Акша означает глаз. Pratyaksha means the one which is before the eye. Пратьякша означает тот, кто перед глазами. So that means the one that is directly perceptible. Это означает тот, кто непосредственно воспринимаем. So Pratyaksha means that which is directly perceptible. That is Pratyaksha. Пратьякша означает тот, кто непосредственно воспринимаем. The second type of pramana is Второе вид праманы это called anumana. называется анумана. So anumana means И анумана означает the one that can be known by the mind, тот, кто может быть знаем, познаваем умом, known by the mind only because there is только умом. object is not directly perceptible. То есть этот предмет непосредственно не воспринимаем. In Pratyaksha it is directly perceptible, so Вот, you can receive it, mind Пратьякша can это то, что мы непосредственно можем воспринимать. mind can receive it either Ум может это воспринимать, видеть, either by sight or by hearing. либо зрением, либо слухом. Suppose Vasudeva called me, so by hearing, К примеру, Васудева мне звонит и через слух, even before I see him, but I can recognize. и даже до того, как он меня зовет, и до того, как я еще увидел Васудеву, я уже узнал, что это Васудева там. So using the senses, one of the senses, И использование одного из 5 чувств, that is Pratyaksha. это пратьякша. But Anumana is, А анумана это that where you cannot receive through senses, only там, mind can receive. где мы не можем что-то воспринять своими чувствами, своими 5 органами чувств, а только умом можем это воспринять. So Anumana is И анумана это means inference. Inference. это означает вот это слово Inference. вывод. Вывод. Заключение. Заключение. То есть мы делаем вывод, заключаем, что там же есть это. Хотя мы не видим, не слышим. So the first one is very, very common. Первое это очень обычное. So by any of the senses, suppose there is no light also, Например, but by touch, suppose this is there, my box is on the table, when there is no light, so I cannot see, but I cannot use my ears, but by touch, yes, this is box for my, so like this, by either of the 5 senses, you can perceive it, that is Pratyaksha. И вот пратьякша это когда мы воспринимаем что-то, используя одно из или несколько из 5 чувств. Например, темно, ничего не видно, но я через осязание могу найти чехол от очков. Я вот знаю, что вот это вот. But Anumana, Анумана we use this second one мы используем также и второй when способ, the first one is not possible. когда первый невозможен. Suppose, for example, Например, suddenly we see some big smoke is coming at a distance. мы вдруг увидели, что большой дым пошел там где-то вдалеке, So we can see only the smoke, but we cannot see the fire. и мы можем видеть только дым, и нам не видно огня. But by looking at the smoke, we make an inference that there is fire there. Но через то, что мы видим дым, мы делаем вывод, что там огонь, пожар или огонь. And suppose on that road there is
an ambulance is going and the ambulance boom, 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 like this sound. Например, там по дороге едет скорая помощь, и эта скорая помощь включила сирену. So when we listen to this horn of the ambulance, then Слышим эту сирену. yes, there is an ambulance going, we can say. Мы можем сказать, да, вот там едет скорая помощь. How can you say you have not seen the ambulance, but you can infer? That is inference. Ну вот мы, например, не можем видеть эти скорой помощи, но мы делаем вывод, что она там едет. Умозаключение. Умозаключение. Или предположение, как вывод. Вывод тоже, да. Вывод. And there is a third one. И есть также третья. Which is called agama. Которая называется на санскрите агама. So this agama is the one Вот эта агама, это одна, which can be known которая, это то, что может быть знаемо, where there is no direct perception где нет possible, непрямого восприятия, and where there is, this inference also is not possible. и где нету и второго, то есть когда мы делаем вывод. But we can know from the experience of the one, from the information from a source which we can rely upon. Ага, но это то, что мы можем знать из источника информации, на который мы можем положиться, что он достоверный. Suppose, Например, if you say that the earth is going around the sun, то, что, если вы скажете, что Земля, она вращается вокруг Солнца, so you cannot make other things. So it is only because it is confirmed. So we accept it. But every day we see we cannot go along with our earth going around the sun. мы это принимаем, поскольку это уже доказано, это нам сказали, но мы не видим это каждый день, то, как Земля вращается вокруг Солнца. Мы этого не воспринимаем. Suppose, another example is, suppose suddenly there is a news which we can see in the newspaper or in the radio that there is an earthquake in somewhere in Japan or somewhere. Ну или вот, например, мы по новостям услышали о том, что где-то в Японии произошло землетрясение. So how can you accept this? Как мы можем это принять? It is not possible by the first and second. Это невозможно ни первым, ни вторым способом. То есть Only you have seen in the newspaper. мы только это либо в газетах прочитали об этом, либо по радио. But you cannot go and yourself verify there. Но вы не можете прямо But сразу туда thousands of пойти и people, все это thousands of проверить. people are accepting which is given in newspaper. Но тысячи людей, они принимают то, что сказано в газетах. You see, suddenly you see a news in the newspaper that the president of the country has died suddenly. Или вот, например, вы в газете прочитали, что президент какой-то страны умер. So you immediately, when you see the news, yes, you will accept. You need not feel that I have to immediately fly from here and see whether the president is dead or not. Ну, и вы этому не верите, да, вы принимаете этот факт, вам не нужно специально лететь и увидеть и убедиться в том, что президент действительно умер. Because if it is false, then the person who prints there will be in the prison. Потому что если это будет ложь, то тот, кто напечатал это в газете, будет в тюрьме. So therefore, it is accepted. И поэтому мы это принимаем. In the same manner,
И таким же образом many of these, what we learn in the sciences and all these things, and when we read the experiences of some experiments and such persons and all this, that we accept, even though we cannot verify by our direct perception or inference, but we accept because we have the trust. Many thousands of people can trust this. вот поэтому очень много того, что мы знаем об окружающей среде, даже то, что мы не можем увидеть и пощупать собственными руками, глазами или делать какие-то выводы, мы доверяем, что это так, и мы принимаем это и верим, что это так. So this is about the first measure, the Это right measure. о первой мере, First type of reaction of mind. о первом виде реакции ума, правильная мера. So we have to remember that this first reaction of the mind, pramana, Мы должны помнить, что первая реакция ума, прамана, is used by the mind to know the environment. That is the first one. используется умом для того, чтобы знать окружающее, знать окружение. And that is made by that includes all these three types. И это включает все вот эти три типа праманы. Now the second type of reaction of mind. И теперь второй тип реакции ума. So we have to remember that we are studying about the types of vrittis of the mind, Мы chitta должны vrittis. помнить, что мы здесь изучаем типы читта-врути, типы вот этого типы поведения ума, читта-врути. So the first reaction, pramana, is the one which makes us, which leads us into objectivity. Итак, первая реакция ума, прамана, это та, которая ведет нас к объективности. But through objectivity, Но через объективность we cannot have the real light, no, the original light. That is the inner light is not through objectivity, but this is only for objective world. вот For это objective. только для объективного мира, для объектного мира. So the original focus comes through mind, through the senses, and the real light is subjectivity. Subjectivity is the real light. Настоящий свет – это субъективность, это изнутри, свет изнутри. So it flows from inside, from your soul to the Он outside. течет изнутри, из нашей души наружу. So objectivity is from outside, focused on the mind. Так, объективность – это снаружи фокусируется на уме. And subjectivity is focusing of soul light towards outside. А субъективность – это внутренний, это свет изнутри фокусируется наружу, также через ум. Может быть, сохранять вот то, что перевод объективности или сам предложил, предметности. Объект – это предмет, Предметность. и предметность. Да, возможно, что да. So the first reaction of the mind is always objectivity, because Первая реакция ума, она всегда mind is always working in that direction. Объектно, предметно, поскольку ум всегда работает в этом направлении обычно. So objectivity is the reflective activity of the mind. И объективность или предметность – это отражающая деятельность ума.
So when the means of perceptions which we have seen, Когда средства восприятия, которые мы видели, when they are properly applied, когда они правильно применяются, then there is no complication. тогда нет сложностей. But when they are not properly applied, when they are wrongly applied, then we have complication. Но когда они неправильно применяются, тогда у нас есть сложности. So for example, Например, when we see each other, когда мы видим друг друга, so when you see person other than you, например, когда вы видите человека отличного от вас, then if you do not realize, you do not remember that it is the inner self is I am only, and only you see only other body, если вы в этот момент не осознаете, что есть только я есть, вы видите только внешнее тело, so if you remember only the form, если вы в этот момент будете помнить и Because that is осознавать objective. только форму, that is objectivity, потому что она предметна, объективна, then there is complication. тогда это сложно. That is what is explained in the comfortable or non-complicated, complicated, klishta. That is, so when you use the measure, even the pramana also, right measure also, if you use properly, then it is comfortable. If you do not use properly, it is uncomfortable. И вот таким образом, если вы используете меру, если вы используете это правильно, тогда нам комфортно. Если мы используем неправильно, тогда некомфортно. So in our daily life, this is what we experience. И вот в нашей повседневной жизни это вот то, что мы, этот опыт мы получаем. When we forget the I am, the inner self, Когда мы забываем «я есть», внутреннее «я», and remember only the form of the other person, и воспринимаем только форму другого человека, then our mind starts reacting in such a manner тогда наш ум начинает реагировать таким способом. to make whether that person is a friend or an enemy, like that. Чтобы там определить этот человек друг или враг, или что-то типа этого. So then you will have fear and complications. Тогда у нас будут страхи и сложности. So even take the same example between husband and wife. Ну, даже взять тот же самый пример между мужем и женой. So if the husband looks at the wife, Если муж смотрит на жену, and he remembers only the form on which he calls his wife, если он помнит в этот момент только форму, которую он называет женой, then what happens тогда что происходит? if he forgets that the real self is the inner self, and if he forgets that fact, Если он забывает тот факт, что внутреннее «я», then sometimes he feels he is loving his wife, sometimes he feels he is hating his wife. тогда он в какие-то времена будет любить свою жену, а в какие-то, наоборот, будет ее ненавидеть. Because his mind is identified only with the form and which he calls the wife. Because Потому что его ум будет отождествляться только с формой, которую он называет женой. yesterday I told you drashta and Вчера drashya. я вам говорил о драштха и дриштхе. Drashta is the perceiver Драшта – это воспринимающий, and drishya, а дришья the object of perception. – это объект или предмет восприятия. So when you say she is my wife, Когда вы говорите «она моя жена», then тогда the drishya
Дришья. The object of perception is wife. То есть объект восприятия это жена. Then is she your wife or is she also a human being? Тогда мы должны подумать, она ваша жена или она человеческое существо. So this is where we have to use the relationship of drashta and drishya. Это вот там, где мы должны применять взаимоотношения драшта и дришья, наблюдателя и наблюдаемого. You see, then only when you can have this, you can have the normal. This doesn't mean that you should not behave as husband and wife. You have to behave as husband and wife. That Это is true. вовсе не значит, что вам не нужно вести себя друг с другом как муж и жена. Нет, вы должны вести себя как муж и жена. But Но if you don't have this discrimination, если у вас нет вот этого развлечения, then your life will be complicated because тогда sometimes, ваша жизнь будет сложной. as long as she is according to your expectation, then you say, I love my wife. Потому что пока она Condition. будет соответствовать вашим ожиданиям, тогда вот она моя жена. Or as long as she appears beautiful, Она появляется красивой. then you say that I love my wife. И я тогда говорю, я люблю свою жену. That means whom you are loving the form only. That is not love. Кого вы любите форму, только это не любовь. You know, often we see, always say, what is happening. Часто мы видим то, что происходит. Two young people who are attracted to each other. Двое Young people are old people, молодых whatever it людей, may be. которые привлечены друг другом. And they are attracted only on the physical level. Они влекомы только на физическом уровне. And then they find everything wonderful. And then they come together. И все прекрасно, они соединяются вместе. Then suppose they have married. Потом они поженились, предположим. So a very good couple. Очень хорошая пара. But afterwards, Но после that lady got some fever and some eruptions on the face. У девушки, у женщины заболела голова и что-то там Появились нарывы на лице. появились, да, какие-то пунктулы на лице, All pimples or eruptions. какие-то прыщики там и прочее. And then this fellow will say, oh, she is no more beautiful. И тут он подумал, о, она больше не такая красивая. So then, can you call this love? Можно ли это называть любовью? It is not, it is only physical. Your mind is stuck up on the physical level. Это нет, это ваш ум, он застрял на физическом плане. So there is, between drashta and drishya, there is no right type of application of the perception. Это значит, нету правильного взаимодействия между дришта и дришья. So therefore, by the study and practice of yoga as given by Patanjali, И вот поэтому через изучение и практику йоги Патанджали you will know the application of these measures in a right manner. вы будете знать применение этих мер правильным образом. Then you can live in this world in a peaceful manner without complication. И тогда вы сможете жить в этом мире достаточно мирно, без каких-либо сложностей. Otherwise, В любом случае, you may have money, you may have вы можете everything, but иметь деньги, можете иметь все, no peace, но no happiness. но не иметь мира и счастья. So that is why we have to enter into the practice of yoga in this true sense. Вот поэтому мы должны войти в практику йоги в истинном смысле. Vasudeva. Вас- Vasudeva.